Орел и Решка представляет новый сезон. Мегаполисы. Мега яркие. Мега шумные. Мега контрастные. Это лучшее место для сезона мега-приключений. Но новый сезон сам себя не проведет. Так что знакомьтесь. Привет! Неопытный путешественник Оля Антипова и путешественник без опыта Антон Зайцев. Новые ведущие нового сезона «Орла и Решки» «Мегаполисы». В этом сезоне вас ждут мега-необычные, мега-провокационные и мега-безумные приключения. Это мерзость! Кто из них будет мега-бедным, а кто мега-богатым? Как всегда, решит Орел или Решка. Mein Lieben, ich heiße Оля. 1, 2, 3. Schneller. Этот, как его... Guten Tag. Guten Tag, mein lieben Telezriteln. This is Орел и Решка. We in Berlin. Фантастич! Ты выглядишь роскошно. Где та семья куниц, которую ты опоровала? А что тебе не нравится? Вообще-то в Берлине так ходят, это модно. Ну все, ну и отлично. Будешь вот в такой шубке греться у теплотрассы. Тем более все равно ни в одно приличное место тебя не пустят. Да? Давай, бросай. Ich bin Орел. Ich bin Решка. Я тебе говорила, что со мной шутить так не надо. Я тебе говорила, что так обижать меня нельзя. Вот и ходи теперь возле своей теплотрассы. Mein lieben Антон, Guten Tag тебе и всего хорошего. Всего хорошего, солнце. Сам такой. Не простудись. Берлин – это тот случай, когда у правильной страны совсем неправильная столица. Самый тусовочный мегаполис Европы. Родной дом для молодых, беззаботных, готовых гулять ночи напролет. Внимание, спойлер! Это будет очень странный, неправильный, но мега яркий уикенд. Срамота. Здесь социалисты. Если вас обижают соведущие, не надо тратить время на слова, вот эти вот все обиды. Покажите ей вашу месть действиями. Ну, конечно, если у вас есть возможности примерно вот такие. У меня просто свежак. Последняя модель Mercedes CLS 400. А как он сияет! А знаете почему? Вот, продюсер работает у нас. Лена, ну плохо трешь. Сейчас я тебя поставлю вытирать со своей золотой картой. Олег, оператор у нас. Золотые руки камеры. Ребята, ну реально плохо вытираете. Мне не нравится. Слушай, можно ж плюнуть? Не надо. Пятно за пятном и начинается. Разводы! А зачем они скотчем лепят? Она Скидка, новая, сейл. ей 3 недели. И что? Все, погнали. Ну как вам? Мне очень нравится. Белый, длинный, шикарный. Мой. Я поехала, извините, ну дела.
нравится, как она разгоняется. Ты просто так чуть-чуть газку поддал, она... Она напичкана таким фаршем. Она может делать все. Ну, правда, я, конечно, не уверена, что за 2 дня тут можно разобраться. Может, здесь кнопочек? Ну, слишком много. Музыка. Как ты тут, братан? $100 на 75 евро обменяли. Вот и я говорю, грабеж. Видимо, здесь покупают билеты, садятся в автобус. Но вот в чем дело? Билеты никто не проверяет. Может, не стоит тратить свои кровные? Хэштег «Антошка опасность». Нет, кто-то уже такое использовал. Хэштег «Зайцев-Зайц». Ну, вы понимаете, сама фамилия видит. Итак, голосуем, смогу ли я сэкономить 2,80 или попаду на 60 евро. Именно такой штраф за безбилетный проезд в Берлине. Голосуйте в комментариях прямо сейчас. Я завоевал доверие. Если что, он заступится за меня в суде. Нет, не... Что я нажала? Я не понимаю, мы едем как черепахи. Вот я давлю газ в пол, а она едет 30 километров. Но она же едет. Едет. Значит, не сломалась. Она просто устала. Да я сама так не хочу ехать. Чего вы мне сигналите? Себе побибикай. Тут вот смотрят вот так и говорят 100% на немецком своим дура. Мерседес купила себе, а ездить не купила. А вдруг мы правда сломали? Я сломала. Мы сломали, да. Ты со мной весь день. Заработала! Это был лимит! Слава Богу! На что я рассчитывал? Везде камеры. Все догадываются, что я не оплатил проезд. Они здесь все собрались, чтобы осуждать меня. Сидит, читает газету. Явно маскировка. Но вы еще не видели водителя. Это же агент СМИ. Он даже подает сигнал. Ready. Готов к аресту. Готов к аресту. Готов. Ну все, приехали. Это точно контролер. Валим. Меня не оштрафовали, но было все время нервозно и неприятно. Не, эти нервы того не стоят. Не, вы не подумайте, я не такой человек, просто там в аэропорту вообще не разберешься, где покупать этот билет. Я прямо сейчас пойду и куплю на 1 день проездной, а лучше на 2. На станции метро Александр-Плац можно купить проездной на все виды транспорта. Стоит 7,70. 7,70, и ваши нервы в порядке. Я в Берлине. Я вообще мечтала так попасть в Германию. Я мечтала выучить немецкий язык. На самом деле Берлин создает такое вот серое впечатление. Здания советского типа. Мало ярких красок. Вот хочется больше там. Ну, слава богу, конечно, что есть я.
Берлин — это самый тусовочный мегаполис Европы. Но зимой этого не видно. В холодное время года не чувствуется, что это тусовочный мегаполис. Все в куртках скрываются под капюшонами, стараются сбежать от тебя. Я попробую их расшевелить. Так, кто первый? Let's go. Знакомиться с неправильным Берлином туристам советуют с нераскрученных мест. Одно из таких — дом канцлера Германии Ангелы Меркель. Фрау Меркель необычна многим. В отличие от наших политиков, она не покупает себе Луи Виттонов, не ездит на шикарные курорты и живет не за 3 заборами, а в обычном многоквартирном доме по адресу Купферграбен 6. Excuse me. Извините, пожалуйста, а правда, что тут Ангела Меркель живет? Кто? Не знает. Бабушка шифруется. А правда, что Ангела Меркель живет тут? Да, я тоже такое слышал, но не видел. Там часто полицейские стоят, не просто так же. Хэштег «Опасность Антошки в лицо». Иду к полисменам. Узнавать всю правду у них. Извините, пожалуйста, а правда, что тут Ангела Меркель живет? Да, правда, вон там. Живет она вот тут и занимает весь 2-й этаж. Говорят, приходит с работы очень поздно, так что, если повезет, сможете ее тут встретить. Wow, that's very cool. Олег, классно я смотрюсь. А если вот так? Обычно ведущие с золотой картой арендуют такие пафосные отели с золотыми люстрами. Но у нас же мегаполисы на хайпе. Ну вот я решила снять, очень необычный отель. Так сказать, хайпануть. Ну что, пойду селиться? Отель Хютен Паласт спрятался во дворах модного берлинского района Нойкёль. Правда, попробуй его еще найти. Сияющей вывески тут не видно. Лужи, мусорки. Напоминает какую-то подворотню. Эффект создают для гостя. Тут как-то... колоритно. Забор. Может, сюда? Сейчас попробуем. Если ключ откроет, значит, сюда. Что это? Это очень странно. А почему здесь машинки? Мне нравится, это необычно очень. Это непривычный нам отель. Здесь нет номеров. Вместо них в большом помещении расставили старые туристические трейлеры. Такая концепция называется «кемпинг под закрытым небом». Бабушкина мебель, ковры. Все как в советской квартире. Но, несмотря на это, трейлеры сдают по 100 евро за ночь. Как вам? Это, по сути, хостел. Вон, 2 туалета, 2 душа. Это хостел. Но, извините-ка, кто когда-либо себе позволял весь хостел? Весь. Еще и кемпинговый. Это, необычно. Чтобы мне не надоедали пьяные студенты, я сняла себе все трейлеры и могу сама выбирать, на какой кровати мне спать. Оранжевый. О, какая крыша! Нет, не то. Это совсем какой-то маленький. Для детей. Ой, тут есть плита. Нет. Конечно. Я буду здесь жить. Вот оно! Мне нравится. Что-то я не подрасчитала. Я привыкла, как в этих, дорогих отелях прыгает там все.
Ой. Ладно, Олег, пойдем кастрик разжигать. Сосиски взял? Пойдем. Погода тут крайне капризная, и хочется скорее куда-то скрыться. Hello, can I ask you? Латвия. Вы из Латвии, вы говорите по-русски? Да, да. А вы живете на улице? Я на улице живу, да. Прям тут? Прямо здесь он. Вот здесь под мостом? Да, под мостом. А в смысле прям один? Нет, мы втроем живем. А почему ты оказался тут? Значит, Я приехал 3 года назад здесь, в Германии. Работал. И как-то я, ты попыхивал? Потерял паспорт. Ага. И все, меня с работы выкинули. И ты уже 1,5 года здесь живешь на улице? Да, 1,5 года уже. Ну тут же есть, да, бесплатные ночлежки? Есть бесплатные, там паспорта надо. Без паспорта. Ты поэтому ночуешь здесь? Да, там обязательно без паспорта никак. Я просто, судя по всему, что у меня сейчас тут происходит в городе, я, видимо, буду примерно жить тут 2 дня такой же жизнью. А где ты берешь деньги, поесть? Да. Он сказал, там можно пойти и посмотреть на телефон. Немцы во всем любят порядок, даже в том, что касается неупорядоченных вещей. Поэтому бездомные, по их мнению, тоже должны быть в порядке. Их обеспечивают едой, ночлегом, культурными мероприятиями, бесплатными походами в музеи. И вот даже специальный сайт для них есть. Приложение рассчитано на бездомных тинейджеров со смартфонами. Но любой человек может им воспользоваться и найти бесплатную еду, ночлег, медицинскую помощь, где принять душ, получить консультацию, узнать, где центры поддержки, попросить помощи в чате. Спасибо тебе огромное. Я тебе желаю, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо тебе большое. После разговора с этим бездомным парнем меня осенило. Берлин – это же идеальный вариант для бюджетного туриста. В этом городе можно абсолютно бесплатно получить те вещи, за которые в других городах туристы платят немалые деньги. А знаете, попробую я на себе эти бесплатные штуки, и вам заодно покажу. В Берлине есть такая штука, как фудшеринг, обмен едой. Богатые отдают, бедные забирают. И по всему городу расставлены холодильники, где вот можно поставить эти продукты. Ну и я решила тоже поставить. Не знаю, как там другие ведущие, но я не хочу тратить деньги только на себя. Хочу делиться. Да и комментарии эти ваши злые. То нос, то еще что. Обидно же. Вот у нас как-то не принято переживать, если кто-то не доел или скисла кастрюля борща. А жители Берлина давно заботятся о рациональном использовании продуктов. Ну вот, допустим, вы в отпуск уезжаете. Не выбрасывать же пол холодильника. Лучше оставить еду в условленном месте, где она сможет кому-то пригодиться. Для этого по городу расставили специальные холодильники. О, я затарю холодильник на углу Мальмойер и Дюненштрассе. Ну что тут обычно несут? Крупы, хлеб. Но я же человек с золотой картой. Могу себе позволить. Фрукты заморские. Напиток увеселительный. 2 доза. Куда ж без сосисок? Я решила подождать и проверить, работает вообще эта система фудшеринга или нет. Смотрите, работает. Блин, ребята, реально забирает. Что, пересматривает? Что тебе не нравится? Excuse me. Вы что, ничего не взяли? Мне вот только терка нужна была. Он берет только то, в чем он нуждается сейчас. Thank you so much. Thank you. Боже, это невероятно. Вот там лежит шампанское, колбасы, сыры. Просто все, бери, не хочу. Он взял там нож какой-то контейнер. Все, потому что он не нуждается в другом. В наших бы странах
Обалдеть, обалдеть. Вот это менталитет. Немцы очень рациональные и не набирают на год вперед себе и соседке бабе Зине. Берут только то, что нужно здесь и сейчас. На самом деле, довольно непонятно к этой истории относилась. А действительно, люди приходят, оставляют, а другие люди забирают. Мне прям на душе очень тепло, что я кому-то немножко, но помогла. Я проголодался, поэтому настало время показать вам первое место из моего путеводителя по бесплатному Берлину. Excuse me? Простите, здесь я могу поесть бесплатно? Yeah, it's like Да, тут кормят. Мы здесь первый раз. Можно оставить пожертвование, если хочешь. О, отлично. Я зайду с вами. Not to be alone. Thank you. Hello. 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 Вы тут работаете? Yes, am I right? Нет, я не работаю здесь. You're like... А, как волонтер? Да. А как мне получить еду? Официант как к вам подойдет. Вау, это прям как ресторан. Okay, thank you. Thank you. Только в обычном ресторане Берлина вы заплатите минимум 15 евро за ужин. А здесь вас накормят абсолютно бесплатно. Самое интересное, что даже в таком заведении в Германии, в Берлине есть меню. Can I choose? Беру всего по одному. Супчик, второе и десерт. Surprise cake. Sounds good. Surprise cake. Thank you. Немцы, ребята, педантичные, следующие правила. Вот смотрите, инструкция, как правильно мыть руки. Больше похоже на болевой. Спасибо. Но вот так они моют руки. Thank you. Thank you. Первое блюдо, второе – чай и десерт. В принципе, полноценный ужин, только он абсолютно бесплатный. Вообще, это вторые люди, которые после мамы кормят меня бесплатно. Вполне себе обычный суп, он вкусный. Ну, пап. Молоток. Переходим ко второму горячему. У них ни в одном блюде, ни у кого нет мяса. Я не удивлюсь, если у них еще безглютеновая еда и безлактозное молоко тоже есть. Тут вообще все хорошо и опрятно одеты, если посмотреть вокруг. На самом деле это больше похоже на клуб по интересам, только с возможностью еще поесть. Там сидят студенты, общаются. Сидят люди, читают книги. Там вот общество бородачей. Я заходил, кто-то вообще сидел в ноутбуке. Я не удивлюсь, если в углу сидит мэр. И вообще не похоже на ту атмосферу, которую я себе в голове держал, когда сюда заходил. Так бюджетному туристу редко ведет. Все, спасибо за обед. Пойду знакомиться с людьми, которые делают это большое дело. Hello, sorry. Спасибо вам огромное за обед. Thank you. Вкусно было? Yeah, it was Теперь я фанат морковного супа. carrot soup. Yeah, sorry. Адам и команда волонтеров регулярно устраивают такие шикарные банкеты для бездомных. Готовят супы, вторые блюда, пекут несколько видов тортов, фрукты. Все это существует на пожертвование. Меня так восхитили эти ребята, что я решил оставить им ту сумму, которую потратил бы на ужин в ресторане. Thank you. Все, кто уже был в Берлине, советуют новичкам ничему не удивляться. Говорят, это город-псих, и здесь все время что-то происходит. Вот, смотрите, собрались люди в дурацких нарядах. Надо выяснить, что это такое.
Так, я все узнал. И это странновато. Но я вам пока ничего не скажу. Извините, что тут происходит? Почему вы в форме кондуктора? Я буду следить, чтобы все соблюдали правила. А какой у тебя костюм? Девчонка с цветными волосами? А я не подготовился. Вот теперь я выгляжу серьезно, как и вы. Они вот сейчас рассказывают маршрут, как мы поедем и как мы разделимся, и где объединимся для общей фотки. Запомни меня таким. Так, физически я готов, но вот морально... Что-то не знаю, ребят. Я такого еще никогда не делал. Мы такие должны быть очень уверенные в себе, да? Я за это и люблю Берлин. Тут такие у всех интересные идеи. Круто. Как-то волнительно. Ну, сейчас все будет. Фу, у меня посвящение. Когда я проходил кастинг в «Орел и решка», мне сказали: главное, Антон, оставайся собой. И слава богу, наконец-то можно оставаться собой. Короче, пора снять еще и завесу тайны. Это флешмоб, часть международной акции «День без штанов». Люди катаются в метро вот в таком виде и делают невозмутимый вид. А что, нормальный день в берлинском метро. Обычное воскресенье в Берлине. Взволнованы происходящим только неопытные туристы. Это Берлин, детка. Остальные пассажиры будто бы каждый день такое наблюдают. Мама, я тебя люблю. Мама, вот так выглядит дочь. И она себя любит, мама. Вечеринка потихоньку набирает обороты. О, так, началось наконец-то движение. Ребята, мне кажется, я найду своих. Иди. О! Двуштанные, держимся вместе. Ребята, держимся вместе. Where are you from? Berlin. Berlin? Yeah. I want the same. With latex. Первый шаг к эксгибиционизму сделан. Славься, Берлин. О, кондуктор. Это не по плану. Пошло не по плану. Странная такая тусовочка, ты ее спасла, спасибо. Если нас смотрят бабушки, хотелось бы объяснить, это не проститутки и наркоманы. Это нормальные взрослые люди. Экономисты и программисты. Просто веселые. Машинистом не такого по работе я хотел быть, но что есть, то есть. В этот момент я на самом деле думал об одном. Когда уже мы все оденемся? Ура, наконец-то! И какая у этого всего была цель, спросите вы? Да никакая. Просто хайп и классные фотки. Мало кто знает, что завтра очередной праздник, Международный день в штанах, и следующие 363 дня его отмечают. Я к лечащему врачу и продолжу тусить.
мегаполис Европы. Как так вышло? Говорят, когда разрушили Берлинскую стену, весь Берлин стал отмечать. Да так и не остановился до сих пор. Берлинская вечеринка длится нон-стоп уже 30 лет. Я сейчас еду на встречу с одним очень колоритным берлинским мужчиной, который меня проконсультирует в клубной жизни Берлина. Потому что у меня вообще-то один уикенд, один только день, одна ночь. Я не могу ее вот так вот просто на самотек пустить. Rascals really coming with the shits, boy. We don't hesitate, we fast to load the clips, boy. Talk your shit, but you ain't f***ing with my clique, boy. All my squad fresh and gully, don't get... Oh my God, oh my, oh my God, oh my, oh my God, oh my God, oh my. Это Комет Бернхард, легенда берлинских клубов. Если вы его не встречали, вы не тусили в Берлине. О-о-о-о! Какой интересный танцующий дедушка. Hello. Wer bist du? Wer bist du? Привет, я Оля. Меня зовут Комет Бернхард. Сколько же вам лет? Мне 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет. Давай танцевать. Танцы — это моя энергия. Музыка внутри. Комет — нестандартный клабер. Обычно люди потусят 5-10 лет максимум, а потом все. Ипотека, семья, работа. А в какой клуб лучше всего пойти? Нам не нужен никакой клуб. Музыка здесь. Музыка внутри нас. Мы можем слушать Чайковского, техно. Все равно. Давай. Music is music. Он переехал в Берлин в 40 лет и быстро стал любимчиком местных. Теперь перед ним открыты двери любого клуба, потому что все знают, там, где Бернхард, там веселье. Слушай, давай пойдем куда-то выпьем. Давай. Мой новый друг, мой гид. И сегодня мы будем тусоваться. О! Yeah? Go! О, как интересно! Комет, расскажи мне про особенности клубной жизни Берлина. Как тусуют в Берлине? Безумно! В пятницу заваливаются в клубы, а в понедельник возвращаются. 4 дня, понимаешь? Берлин — это клубы, а клубы — это Берлин. Техномузыка — наша достопримечательность. Туристы толпами валят в Берлин на выходные. Со всего мира. Мы на 3-м месте после Парижа и Лондона. Туристы приносят городу $1 миллиард в год. Миллиард! Есть клубы, где можно все. Все. Специальные комнаты для секса, для наркотиков. Наркотики — это доступно как алкоголь. Экстази, грибы, все что угодно. Я не поддерживаю, но это есть, и это популярно. Посоветуй, как мне тут развлечься? О, я знаю, куда тебе стоит сходить. Тут есть одно очень странное караоке. Тебе понравится. Клубы — это традиционное развлечение Берлина. А я хочу необычное. Молодой человек, а не могли бы вы мне вызвать такси? Вот вам еще одно доказательство, что Берлин настоящий мегаполис. Ночная жизнь тут кипит вне зависимости от погоды. От того, что сейчас холодно, моросит. Мчатся машины, играет музыка, вон ведут детей.
пьют пиво, недовольно смотрят на меня. Ну все, большая часть большой жизни большого города. Место для ужина я решил спросить у приложения для бездомных. Мог ли? В Берлине, даже если ты действительно нуждающийся и попал в беду, и у тебя нет денег, то есть вот передвижные пункты питания. Снимать там они не очень разрешают, но можно подойти и взять еды и точно не остаться голодным и не умереть от голода. Мясо, стручковая фасоль, картошка, жаркое. И не богатое блюдо, но сытное. На улице хочется умереть, а значит, настала часть моего самого любимого нищебродства. Хостельная вакханалия. Дела с бесплатной ночевкой в Берлине такие. Или в спальнике под мостом, или в социальных центрах, где вашим соседом может стать наркоман или бывший заключенный. Поэтому... Бездомный ночной волк, который бдит, выходит на хостельный охот. За 45 минут брожу во тьме, в поисках хостела. Нашел удобный вариант, но тут все места уже забронированы. Это уже перестает быть забавным. Ах, социалисты. Привет! Это что, у вас уличная вечеринка? Я ищу хостел, где можно переночевать дешево. Вы знаете какой-то? Мы остановились в Generator Hostel. А можно я с вами пойду? Давай! В Аргентине мы делаем вот так. Аргентинские тусовщицы спасли меня от холода. У вас есть дешевый номер? Пожалуйста. Да, у нас есть одна кровать, и она стоит 16 евро. Мы сделали это! Ура! Офигенно. That's mine. Иду в караоке. Ну, люблю я попеть. К тому же, такого караоке не встретишь больше нигде в мире. О, сердечко, как это мило. Это что? Это... Срамота. Так, короче, серьезно, уберите детей от экранов. Do it. Я все понимаю. Германия, там, свои приколы. Ну что, о боже, ну что настолько? Все знают наше обычное караоке. Тебе включают музыку, и ты под нее поешь. А здесь тебе включают фильм для взрослых, а ты его озвучиваешь. Очень смешно смотреть на тех, кто озвучивает. Они очень сосредоточены и не отрываются от экрана. Что я смотрю? Я не могу
могу смотреть то, что я вижу в экране, если честно. Я даже туда глаза не поворачиваю. Боже, это закончилось! Публика в восторге, как на последних аккордах Вагнера. А потом начались какие-то свадебные конкурсы, и стало полегче. Я уж думала, меня пронесет. Но нет. Я пошла. Hallo. Hello. Мне кажется, у нас тут проблема. Большая проблема. У вас толстая попа? Нет, не толстая. Да-да, толстая. Я делаю секс. Я делаю секс сейчас. Это классно, это весело. Ты перестаешь стесняться в какой-то момент. Привет всем! Это Берлин. Да, мы много пьем, смотрим порно вместе. Вот так мы тут развлекаемся. Уе! Вот эта праздничная, солнечная, уютная погода называется утром в Берлине. Хорошо. Суматоха, шум, гвалт. Немножко отличается картина от вечернего и ночного Берлина. Берлин настолько удивительный город, что здесь даже есть машина времени. Зовут ее Трабант. Перенестись в прошлое стоит недешево. 200 евро за 2 часа. Трабант – это не просто авто. Это символ целой эпохи. Знаете, как хрущевка в мире квартир, только авто. Маленькое и легкое, всего 620 килограмм, будто игрушечное. Но о нем мечтали, как сейчас, о последней модели Мерседеса. Стояли в очередях по 10 лет. А все потому, что это первая тачка, которая всем была по карману. Она стоила всего 10 средних зарплат. Трабант – это очень простая машина. В ней все максимально удешевили. Кузов сделали из дуропластика. С деталями тоже не мудрили. Машину легко можно было починить самому при помощи молотка и отвертки. Немцы ласково их называют трапи. Вот такие ребята, как Томас, реставрируют траби и проводят на них необычные экскурсии. Так, механику я водить умею. Но тут не механик. Тут вообще непонятно что. Какой-то крючок-поворотник обычный. И вот он говорит этим переключать. И все, ничего, нет никакой, как у нас. Love gearbox, ja? Окей. Вниз первая передача. Вот так вторая. Так, третья. И четвертая. Теперь я должна ехать за гидом и слушать экскурсию о городе по рации. Держись подальше от велосипедистов, пешеходов и столбов. Я поехала! Очень с собой пока что довольна. Гидроусилителя нет. Ее так колбасит, мне каждый раз кажется, что сейчас заглохнет и все. Это самая большая парламентская библиотека в мире.
Я ничего не поняла, что он сказал. Я только думаю про эту машину. И как я на ней еду. Как выглядит экскурсия на немецкой машине времени? Как пытка! Ну ладно, просто ехать нужно было. Но у меня же есть гид, который что-то быстро говорит на английском в рации. И нужно его как-то слушать и понимать. Так-то лучше. Экскурсия становится более приятной на слух. Итак, что я увидела? Какой-то собор, какой-то рейхстаг, какую-то стену с граффити. Себе побибикай. Это было самое настоящее путешествие во времени. Я как будто отмотала 60 лет и посмотрела на места Восточного Берлина из окна самого популярного автомобиля того времени. Как же круто! Но с гидроусилителем все-таки круче. Ни для кого не секрет, что Берлин – город шпионов. Еще со времен Второй мировой сюда отправляли шпионов спецслужбы СССР, Америки и ГДР. Все понимали, что именно в Берлине хранятся все секреты мировой политики. Именно в Берлине находится Глиникский мост, известный как мост шпионов. Кто смотрел фильм, помнит, что здесь советские и американские спецслужбы проводили обмен арестованными шпионами. Кто не смотрел, посмотрите. И раз уж у меня остались деньги, потрачу их на музей шпионажа. Это находка для любознательного туриста. Каждый экспонат здесь – эксклюзив. Шпионскую технику передавали настоящие спецслужбы. От той самой шифровальной машины «Энигма» до помады, которая умеет стрелять. Судя по экспонатам, самое главное в работе шпиона – креатив. Тут можно увидеть камеру, спрятанную во фляге, камеру, спрятанную в лифчике, камеру, спрятанную в камере. А еще устройство для подслушки, яды, секретное оружие, тайные хранилища. Короче, всякое. Сухотерево завтра пятница. Сухотерево завтра пятница. Но главное, что можно в этом музее, все трогать и щупать. Дома поговорим. А тут тайный агент не пробегал? Пс, детки, не хотите купить немного родины? Смородины. Шпион, выйди вон. Пацаны, да я тут просто сижу. Окей. Он сказал мне 1 минута найти все жучки. Раз. Хочу победить. 6. Excellent. You have found all the bugs. Mission accomplished. А еще тут есть специальный тренажер для тех, кто хочет ограбить музей. Ну все, миссия выполнима. Хороший музей и конкурсы интересные. Окей, дубль второй.
Музыкальное шоу «Вивид» — новый берлинский хит. Это чуть ли не единственное гламурное событие в городе. Критики говорят, что это лучшая постановка, которую когда-либо видел Берлин. Так, тихо, успокоилась. 125. О, ну вот же оно, черным по белому. VIP. Сори. Так, все, не позорься. Сиди как нормальный человек. Фридрихштадт-Паласт – самая большая театральная площадка Европы. А новое шоу – самое дорогое в истории театральных постановок. Возьмите человека, который ставил шоу самому королю поп-музыки Майклу Джексону. Позовите лучших хореографов мира. Уговорите легендарного стилиста, который работал с Александром Маквином, стать стилистом шоу. Дайте им всего $12 миллионов и скажите: делайте, что хотите, не сдерживайте себя. Что получится? Вот это! Не успеваешь понять, что произошло, как уже и конец первого акта. Это офигенное шоу, просто офигенное. Оно какое-то больное, оно сумасшедшее, дурное. Но оно такое яркое, оно такое красивое, оно такое дорогое. Я в восторге. Пойду-ка на охоту за эксклюзивом. Олег, я похожа на артиста? Но это не важно, друг мой, ведь я попала за кулисье, туда, где смогу увидеть, как готовятся артисты. А сюда может попасть далеко не каждый. Но я в этом списке. А к вам можно? Hello. Все такие красивые. Удивительные шляпы – это вообще визитная карточка шоу «Вивид». Ну как? Все головные уборы для шоу делает Филипп Трейси. Это человек, который создает шляпки для королевской семьи в Британии. И я в шляпке-чебурашки. Сколько же тут костюмов! Но главное вот, фирменные шляпы, которые стали символом шоу. Только посмотрите, как оно хранится в специальных отсеках. У каждого свое имя. Оно светится, тут какие-то аккумуляторы. Так интересно, я прикоснулась к чему-то очень знаменитому. Все, пора бежать в зал. Не хочу пропустить вторую часть. Офигенное шоу, классное. Друзья, я хоть и неопытный прятальщик бутылок, но, честно говоря, в Берлине спрятать для вас вот эти вот $100 оказалось настоящим квестом. Так что... Где искать заветные $100 в Берлине?
Все просто. Идите на улицу Хасенхайде. Возле дома 95А найдете камень, а под ним бутылка со $100. Берлин не понять за 2 дня. Себе побибикай. Берлин — это когда нормально ехать в метро без штанов. Обычное воскресенье в Берлине. Когда в порядке вещей отдавать незнакомцам свою еду. Мне прям на душе очень тепло. Когда нормально быть ненормальным. После уикенда в Берлине хочется себя спросить, а что это было? И повторить снова. Молодой человек, а не могли бы вы мне вызвать такси? Vier, fünf, Привет. six, Как дела? sieben, acht. Come to me. Нет, ушел от Дай меня. тепла, ты дай мокрый. тепла, дай Нет, ты любви. мокрый. Как ты? Хорошо. Хорошо. Это холодно, а так хорошо. Холодно тебе? Я прям без штанов ходил в метро. Я с ними танцевал. Что? Где? Без штанов в метро. Это нормальная ежегодная традиция Берлина. Тебе Да надо что ты попробовать гонишь? в шубе и без штанов. Я Будет не клево. верю. Вот слабо сейчас штаны снять? Мне? Ну? Я делал вещи и похуже. Ага. Господи, Антон. Действительно. Почему я постоянно ведусь на сомнительную флешмобы? Ты готов? Я все. Пока. Ну, Антон, слушай, реально ты красава. Реально смелый чувак. Нас там было не так много. среди Слушай, всех я людей. даже- Ты бы видела, как реагировали люди, которые не знали, что это будет происходить. Я стал кумиром всех бабушек старше 60. Ну, Там был кондуктор из полиции нравов, который проверял, чтобы все ставили штаны в определенный момент.